Зной висел над саванной плотным, почти осязаемым маревом. Воздух дрожал над иссохшей красно-бурой землей, выжигая остатки утренней прохлады. Здесь, среди жесткого колючего кустарника и редких ветвистых акаций, каждый день был испытанием на стойкость. Но для маленькой полосатой зебры последние 48 часов превратились в бесконечный мучительный кошмар. Она попала в западню нелепо и случайно, так как это часто бывает с неопытными детенышами, чей мир еще полон беззаботного любопытства. Спасаясь от мнимой опасности или просто заигравшись на бегу, малышка попыталась протиснуться в развилку старого сухого дерева с раздвоенным стволом. Но податливая на первый взгляд древесина оказалась беспощадным капканом. Передняя часть туловища проскочила вперед, а округлые бока и задние ноги намертво застряли в жестких тисках. Чем сильнее жеребенок дергался, тем глубже кора врезалась в нежную кожу, сдирая шерсть до ссадин. Шли часы. День сменялся душной, пугающей ночью, наполненной рычанием крупных кошек и хохотом гиен, а ночь вновь уступала место безжалостному африканскому солнцу. Маленькое тельце ослабло от обезвоживания, голода и чудовищного мышечного напряжения. Силы покидали жеребенка. Ноги онемели, шея отяжелела, а в больших влажных темных глазах плескалась тихая безысходность. Она уже почти не издавала звуков, лишь тяжело и прерывисто вздымала бока, покрытые мелкой дрожью. Все эти долгие 2 суток в нескольких сотнях метров от дерева стояли 2 взрослых животных — мать и отец. Они не бросили своего детеныша, хотя суровый закон дикой природы часто велит табуну идти дальше, спасаясь от засухи и хищников. Родители не могли помочь. У них не было пальцев, чтобы раздвинуть толстые древесные стволы, а их сильные копыта были бессильны против мертвого каменного дерева. Они топтались в тени колючих акаций, то и дело вскидывая головы, тревожно шевеля ушами и вглядываясь в горизонт. Мать-то подходила чуть ближе, тревожно всхрапывая и подбадривая жеребенка тихим гортанным звуком, то отступала назад, почуяв вдалеке угрозу. Отец держался настороже, охраняя крошечный периметр вокруг их общей беды. Это было молчаливое, мужественное дежурство, ожидание чуда в мире, где чудеса случаются крайне редко. Тишину полудня нарушил хруст сухих веток. С подветренной стороны по пыльной тропе двигалась группа рейнджеров и проводников. Они шли пешком, осторожно пробираясь через сухой буш. Первым неладное заметил ведущий следопыт. Он замер на месте, поднял руку, призывая спутников к тишине, и указал пальцем сквозь листву. В 20 шагах от них среди серых ветвей виднелся знакомый черно-белый узор, неестественно застывший на одном месте. Когда люди подошли ближе, перед ними предстала душераздирающая картина. Маленькая зебра висела в развилке дерева, практически потеряв способность шевелиться. Задняя нога была неестественно подогнута, бока сжаты, а голова бессильно клонилась к земле. Увидев двуногих созданий, жеребенок слабо вздрогнул. Остатки первобытного страха перед незнакомцами заставили его попытаться дернуться, но сил на сопротивление уже не осталось. Она здесь уже не первый день. Тихо, чтобы не пугать животное, произнес один из рейнджеров. «Посмотрите на землю вокруг. Вся трава вытоптана, бока стерты. Если мы не снимем ее прямо сейчас, до вечера она не доживет». Мужчины мгновенно оценили обстановку. Медлить было нельзя. Полуденная жара стремительно нарастала, а стресс мог оказаться для ослабленного детеныша фатальным. Рейнджеры действовали слаженно, без лишних слов, понимая ответственность каждой секунды. Дикое животное, даже маленькое и обессиленное, в панике может нанести травму и себе, и спасателям.
Один из мужчин подошел сзади, осторожно перехватывая застрявшую заднюю ногу, чтобы она не вывихнулась при движении. Второй опустился на колени у ствола, обхватив жеребенка под грудь и живот, стараясь зафиксировать его корпус. «Держи ветку! Нужно создать хотя бы пару сантиметров зазора!» — скомандовал ведущий. Самый крепкий из спасателей уперся ногами в сухую землю и всем весом навалился на один из раздвоенных стволов, пытаясь хоть немного отклонить его в сторону. Сухое дерево затрещало, сопротивляясь, но подалось. «Теперь поднимаем! Вверх и назад! Аккуратно!» Мужчины приподняли тельце зебры, освобождая зажатый круп. Кора неохотно выпустила свою пленницу. В следующий миг жеребенок выскользнул из тисков и рухнул на мягкую пыльную землю саванны. «Тихо, тихо, малыш, все позади», — шептали люди, мгновенно отступая на несколько шагов назад, чтобы дать животному пространство и не провоцировать новую вспышку паники. Оказавшись на свободе, жеребенок на мгновение замер. Земля под ним была плоской и свободной, но онемевшие за 2 суток мышцы отказывались повиноваться. Он неуклюже забил копытцами по песку, подняв вокруг себя серое облако пыли, попытался встать на передние ноги, но тут же завалился на бок. «Спокойно, дыши, давай!» — с замиранием сердца наблюдали спасатели. Жажда жизни оказалась сильнее боли и усталости. Сделав глубокий вдох, детеныш собрал все оставшиеся силы, уперся дрожащими копытцами в грунт и рывком поднялся на ноги. Сначала походка была шаткой, ноги заплетались словно у новорожденного, только что сделавшего свои первые шаги. Но с каждым метром кровь быстрее бежала по затекшим сосудам. Жеребенок почувствовал простор. Обернувшись на секунду в сторону людей, он развернулся и легкой, пусть еще слегка неуверенной рысью, бросился прочь из лесной чащи на открытую поляну. Как только полосатая фигурка выбежала на светлый песчаный пятачок между деревьями, саванна словно ожила. Из глубины кустарника, забыв о всякой осторожности, навстречу малышу уже неслись 2 взрослые зебры. Мать и отец не убежали, не испугались людей. Они терпеливо ждали на границе видимости. Когда расстояние между ними сократилось, жеребенок перешел на галоп. Мать остановилась, вытянула шею вперед и замерла, втягивая ноздрями знакомый запах своего первенца. Они соприкоснулись мордами. Нежное, трепетное касание бархатных носов стало высшей точкой этого долгого испытания. Мать принялась жадно обнюхивать детеныша, касаясь его шеи, плеч и стертых боков, словно пересчитывая каждую полоску и убеждаясь, что он действительно жив и невредим. Отец встал рядом, закрывая семью своим мощным корпусом от любой возможной опасности сзади. Жеребенок прижался к теплому боку матери, жадно припал к ее молоку и, наконец, почувствовал себя в абсолютной безопасности. Семья снова была единым целым. Неторопливым шагом, то и дело оглядываясь и соприкасаясь телами, 3 полосатых силуэта скрылись в густой зелени саванны. Стоявшие вдалеке люди молча смотрели им вслед, не скрывая слез облегчения. В этой суровой и беспощадной дикой природе доброта и своевременная помощь человека вернули жизнь туда, где надежда казалась почти угасшей. Прошло 2 месяца. В саванну пришел сезон дождей, преобразивший выжженные пустоши в изумрудное море сочной травы и цветущих кустарников. Во время очередного патрулирования знакомого сектора рейнджеры вновь заметили небольшую семейную группу зебр, мирно щипавших молодую траву у кромки леса. Присмотревшись в бинокли, они не смогли сдержать улыбок. Рядом с взрослой кобылицей резвился подросший, крепкий и полный сил жеребенок. О пережитом кошмаре напоминал лишь небольшой темный след на бедре, где содранная кора когда-то повредила шерсть, но рана давно затянулась, а новые полоски легли ровным, красивым узором.
Малышка была полна энергии и любопытства. Более того, у нее появился забавный попутчик. Прямо у ее копыт деловито шагала маленькая белая цапля, неизменный спутник травоядных в африканском буше. Птица ловила вспугнутых кузнечиков, а молодой жеребенок с детским любопытством склонял голову, разглядывая пернатого друга и делая шаг за шагом по бескрайней, залитой солнцем равнине. Жизнь победила, оставив позади деревянную ловушку и подарив этой маленькой зебре главное сокровище — свободу бежать рядом со своей семьей.